Привет всем! Меня зовут Евгений, и вы снова на канале ТМ Женатан. Друзья, я вновь спустился в свой небольшой винный погребок и сегодня буду делать переливку белого вина из винограда Фитяска. После тихого брожения вино было залито в бутыля и спрятано вот в этот укромный уголок для дальнейшей выдержки. Вот эти два бутыля я уже перелил пару дней назад. А вот этот и данный бутыль, который стоит на подставке, буду переливать сегодня. Белого вина у меня получилось в принципе немного. Всего 4 бутыля. Это около 80-85 литров. Красного чуть больше. В этой нержавеющей емкости. И вот там в уголке еще один бутыль находится вино из Алычи. В данной 100-литровой реставрированной бочке красное вино. Также красное вино в 50-литровой бочке, которую я сделал. И вдоль стеночки стройным рядом стоят небольшие бочонки с виноградной чачей. Каждый бочонок подписан, что и когда туда заливается. И процесс выдержки идет. Сколько нужно делать переливок при выдержке красного или белого вина? По технологии необходимо как минимум сделать 3 переливки. Причем переливать белое вино рекомендуют без контакта с кислородом, то есть делать закрытые переливки. Но для таких процедур необходимо специальное оборудование, емкости с плавающими крышками. У меня их пока нет. Да и делаю белое вино я по красной технологии, то есть с выдержкой на мезге, отделяя гребненожки, но с шкуркой и с косточкой. Кто-то скажет, что вино будет темным на цвет, будет с горечью. Возможно, они будут правы, но у меня пока таких проблем не было. И вино получается довольно ароматное и очень-очень вкусное. В этом году я слил после тихого брожения вино в бутыля в конце сентября. И может по нехватке времени или же по собственной лени. Сейчас уже на улице, слава богу, 18 февраля. И я только делаю первую переливку данного белого вина. Сейчас при производстве переливки я попробую, что у нас получилось, нет ли горечи от дрожжевого осадка. И, конечно, поделюсь с вами ароматом и вкусом, какой получился у данного белого вина. По большому счету, переливки надо делать в период после снятия с мезги, после тихого брожения. Первую переливку надо делать в течение месяца-полтора. После окончания тихого брожения, вторую, наверное, месяца через 2-3 после первой, и третью тоже месяца через 3. В конечном итоге, третья переливка у нас попадает на конец марта, начало апреля. Но я делаю сегодня только первую переливку. Что у меня получится, посмотрим. Хочу отметить такой немаловажный момент. После окончания тихого брожения и перелива вино в стеклянные бутыля, я всегда устанавливаю гидрозатвор. В него заливаю свежий раствор пиросульфита калия, и в таком состоянии вино выдерживается дальше в течение нескольких месяцев. Для чего я ставлю гидрозатвор? Многие скажут, что брожение окончилось, можно смело закрывать крышкой и выдерживать вино без гидрозатвора. Ну, я с таким мнением не соглашусь, потому что возможны колебания температуры в винном погребе. У меня, допустим, летом температура плюс 16, может плюс 14, а зимой опускается до плюс 4. Что бы там ни говорили, температурные колебания присутствуют. И, естественно, вино это у нас жидкость и подвержено расширению или уменьшению объема. То есть, чтобы не было дополнительной нагрузки на стеклянный бутыль, и в один момент вы не пришли в свой винный погреб и не увидели большую лужу с кучей осколков, проще установить гидрозатвор и в таком состоянии быть полностью спокойным
за свое домашнее вино. Друзья, для осуществления перелива красного или белого вина я, как обычно, использую кусок пластиковой трубки и кусок силиконовый, который соединяю между собой. Снимаем установленный ранее гидрозатвор и приступаем к процессу переливки белого вина из винограда Фитяска. Ну и как любой уважающий себя винодел, я просто обязан попробовать, что у меня получается. Набираем небольшую часть вина в бокал и приступим к дегустации. Трубку перелива опускаем как можно ниже, чтобы было меньше контакта с кислородом, чтобы вино не пенилось. Друзья, вино холодное, поэтому бокал сразу покрывается такой испариной, что ли. Но даже несмотря на это, можно сказать, что цвет и прозрачность вина на высшем уровне. Вот посмотрите. Такой прозрачности у меня еще не было. То есть вино абсолютно прозрачное, цвет желто-зеленовато-соломенного цвета, даже можно сказать просто желто-зеленоватого. Цвет шикарный, без окисления, хотя, как уже повторюсь, вино бродило на мезге, то есть использовалась красная технология приготовления вина. Вино на мезге находилось довольно долго, осень была холодная, и поэтому вместо 4 дней вино на мезге, наверное, бродило дней 7 или даже 10, я уже точно не помню. Так вот, несмотря на это, цвет и прозрачность у вина просто бомбезно, як каже моя внучка. Так что узнаваемые ароматы фитяски, то есть цветочные тона. Даже можно сказать, что данное вино чуть-чуть похоже на рислинг. Некоторые мои знакомые, которые пьют это вино, утверждают, что оно очень похоже на тот советский рислинг, который был в Советском Союзе. Ну, не знаю, я в то время еще не пробовал данное вино, но знаю, как пахнет вино из винограда Фитяска. Очень приятный аромат, никаких посторонних запахов нет, несмотря на то, что вино было почти 5 месяцев без снятия с осадка. Приятный аромат, цветочные тона. В общем, рекомендую. Ну и теперь попробуем, что у нас получилось на вкус. Друзья, приятный такой вкус. Настоящее сухое вино. Кислота не чувствуется. Сразу такое ощущение теплоты внутри тебя. То есть крепость где-то на уровне 11-11,5 градусов. Вкусное, очень вкусное вино. Несмотря на то, что вину всего около полугода, может чуть больше, в принципе его уже можно смело разливать и употреблять. После перелива я подожду, наверное, недельки-2, чтобы вино успокоилось. Вино, как живое существо,
Ну, для многих это, конечно, непонятно, но, как я уже повторюсь, любой уважающий винодел относится к своему вину как к дитю малому. То есть мы с ним носимся, переливаем, там, шаманим, как говорится, над ним. И в конечном итоге результат всегда тебя должен радовать. Друзья, вино получилось отменное, і скоро ми будемо його употребляти. Ну а поки, користуючись нагодою, я хочу підняти тост. Тост за вас. За ваше здоров'я, за ваші сім'ї, за те, щоб у вас було мирне небо над головою. За вас, друзі. Очень вкусно. Продолжим. Итак, я перелил первый бутыль. Сейчас я хорошенько вымою его и приступлю к переливке второго. Также хотелось затронуть вопрос, что делать, если у вас белое вино все равно остается мутным. Несмотря на то, что вы все делаете по правильной технологии, вовремя снимаете с осадка, оставляете в холоде, должен выпасть винный камень, а вино все равно остается как бы с дымкой, то есть мутное и не хочет полностью осветляться. В таких случаях можно порекомендовать желатин или же бентонитовую глину для осветления белого или красного вина. Красное вино я вообще ни разу не осветлял. Я просто заливаю вино в бочку, потом в бутыля и оставляю на длительную выдержку. И по мере этой выдержки вино само осветляется. Что касаемо белого вина, я в своей практике использовал пару раз желатин и один раз бентонитовую глину. Сразу скажу, что глина мне не понравилась, а желатин, в принципе, порадовал меня своими результатами. Для того, чтобы осветлить белое вино, необходимо взять пищевой желатин из расчета от 0,5 грамма до 2 грамм на 10 литров вина, растворить это количество желатина в теплой воде в 10-кратном объеме, подождать, пока он набухнет, и потом развести в небольшом количестве вина, сделать в бутыле воронку и тоненькой струйкой залить желатин. Вино сразу сделается очень мутным, не пугайтесь, это нормальный процесс. Хорошо размешайте вино в бутыле и оставьте его хотя бы на недельку, на две. В процессе отстаивания вся муть осядет вниз, а вверху останется кристально чистое домашнее вино. Я пару раз пробовал использовать желатин. В принципе, результатом доволен. Но сейчас я вообще не использую никакие средства. Что я делаю? Я просто после тихого брожения переливаю вино в бутыля и забываю о нем до следующей переливки. После 2-3 переливок вино становится кристально чистым. То есть лучший способ очистки любого вина – это время. Запомните это. Не надо спешить, переживать, что вот мое вино там не хочет осветляться. То есть я все делаю правильно. Тут два варианта. Либо же вы что-то делаете не так, либо вино еще просто не созрело. Конечно, есть исключительные случаи, когда в вине присутствует какая-то дымка неустранимая. Тогда можно пробовать использовать желатин. Или же, если вино, так скажем, не на выставку, просто его употреблять. Эта дымка может никаким образом не влиять ни на аромат, ни на вкус вашего напитка. То есть пейте вино с удовольствием и не смотрите, что оно не совсем прозрачное. Я думаю, что главным фактором употребления любого вина является наличие хорошей компании, а не то, кристально чистое вино или нет. Друзья, кому понравилось видео, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями и подписывайтесь на канал. До новых встреч!